Это настоящий подземный монстр, который по размерам сопоставим с многоэтажным домом. А это самый огромный экскаватор в мире. В этом видео я расскажу вам о самых больших и интересных машинах со всего мира. А в конце видео вы узнаете о том, как можно перевезти 6000 тонн груза из одной тачки в другую и сколько на это потребуется топлива. Приятного просмотра! В предыдущих видео я уже говорил с вами о самых крупных машинах в мире. И в основном это были поистине гигантские самосвалы. Рекордсменом среди них был знаменитый белорусский БелАЗ. Но у многих может возникнуть вопрос, а где чинят машины размером с многоэтажный жилой дом? Уж точно не в поле и карьере, ведь сделать хороший ремонт в таких условиях почти невозможно, поэтому гигантов приходится буксировать в специальные сервисные центры. Тут у вас мог возникнуть еще один логичный вопрос. Как вообще можно перевезти самосвал, который весит несколько сотен тонн? А я вам отвечу, при помощи специальных тягачей, например, БелАЗ 7430G. Это один из самых больших буксиров в мире, который способен перевозить технику массой до 200 тонн. А сделан он на базе 220-тонного самосвала БелАЗ 7540G. И этот тягач поражает не только своей мощностью и техническими характеристиками, но и своими размерами. Эвакуатор для особо крупной техники имеет особо большие размеры. БелАЗ 7540 имеет следующие размеры. Длина почти 14 метров, ширина 8 метров, а высота более 6 метров. В машине установлен дизельный двигатель мощностью 2335 лошадиных сил, а также электромеханическая трансмиссия. Для безопасного управления в этого титана встроили систему пожаротушения и систему кругового видеообзора. Тормозит машина за счет электродинамических тормозов, а благодаря гидравлической системе рулевого управления поворачивать многотонные колеса этой махины можно одним пальцем. Естественно, все эти буксиры изготавливаются на заказ. При необходимости на вашем автомобиле могут разместить комплектом оборудования для сварочных работ. А теперь давайте перейдем к настоящим монстрам. Этот экскаватор собирался целых 5 лет. Беггер 228 был выпущен в далеком 1978 году, и все это время он копает сотни тысяч тонн угля ежедневно, а эксплуатировать его планируют вообще вплоть до 2045 года. Как такое возможно? Ну, во-первых, проектировали эту махину немцы, а их техника славится своей надежностью и прочностью. Во-вторых, возле экскаватора ежедневно дежурят 23 подъемных крана и огромная команда инженеров, которые постоянно следят за его состоянием и вовремя его обслуживают. Да и в случае поломки помощь приходит незамедлительно. И в-третьих, срок службы таких чудовищ всегда рассчитывается где-то на 80 лет. Ведь вы только представьте, чтобы собрать Беггер 288 потребовалось 5 лет, а детали эти сколько производили? Ах да, совсем забыл, я тут восхваляю этот экскаватор, не сказав ни слова о его размерах. Так вот, его длина 220 метров, высота 96 метров, и у него 12 гусениц, просто огромных размеров, а за сутки он добывает 240 тысяч тонн угля. Теперь-то вы можете понять, насколько он мощный. Правда, скорость этой махины не такая уж и высокая. Всего лишь полкилометра в час. Правда, это не помешало ему однажды преодолеть 22 километра пути от одного месторождения к другому. Интересно, как долго люди стояли в пробке из-за него? Вы наверняка уже слышали о самом длинном автопоезде в мире в одном из предыдущих роликов. И многим эта информация очень понравилась. Так вот, специально для вас я нашел еще один интересный экземпляр. Вообще, не всегда удается перевозить все грузы по хорошим дорогам. Часто такую работу нужно выполнять в сложных условиях. Именно эту задачу поставили перед американскими военными конструкторами в 60-е годы. Создать внедорожный автопоезд, который перевозил бы огромные грузы. В состав Overland входит 12 прицепов. Общая длина автопоезда была около 170 метров, а за раз этот монстр мог перевозить 150 тонн груза при условии полного отсутствия дорог на расстоянии до 640 километров. Вообще, автопоезд устроен примерно как обычный поезд метро. Один тягач никогда бы не справился с такой сложной задачей.
Поэтому в составе есть 3 дополнительных моторных вагона. Всего в махине 4 двигателя, каждый из которых мощностью 1183 лошадиных силы. И благодаря такому сочетанию мощности, размеров, а также наличии нескольких тяговых вагонов, автопоезд может с легкостью передвигаться даже в самых тяжелых условиях. Вообще, в мире очень много огромных экскаваторов, бульдозеров и других строительных машин. Но я не хочу тратить ваше время, поэтому специально для вас подобрал только самые интересные варианты таких махин. Поэтому я решил добавить еще один колоссальных размеров экскаватор, который носит гордое название Big Brutus. Размеры большого Брутуса очень даже внушительные. Длина в 24 метра, ширина 18 и высота в 49. По сути, это многоэтажный жилой дом на колесах. Но самое удивительное то, что этот монстр работал от электричества. В нем не было ни одного дизельного генератора, так что в какой-то степени этот экскаватор, который добывал уголь, был экологичен. А вес этого титана составлял колоссальные 5500 тонн. Чтобы такая махина могла двигаться, требовались очень мощные двигатели. Всего их было установлено 2, каждый из которых по 3500 лошадиных сил. Кстати, это не все двигатели, которые были у экскаватора. Чтобы двигать ковшом, требовалось еще 8 электродвигателей, каждый из которых по 500 лошадиных сил. Ну и чтобы этот монстр не провалился под землю, у него было 8 гусениц, каждая из которых просто огромнейших размеров. Эксплуатировалась эта махина 11 лет, с 1963 по 1974 год. После этого Большой Брутус был размещен в музее как один из экспонатов. Но даже находясь на пенсии, этот монстр все равно опасен. В 2010 году погиб один мужчина, который хотел совершить прыжок с парашютом со стрелы экскаватора. Мужчина случайно поскользнулся, пока поднимался, и, к сожалению, разбился. А помните, я в одном из предыдущих видео рассказывал вам о самых больших самосвалах в мире? Так вот, я нашел еще одного монстра, который отлично вписывается в мой список. Создали его в далеком 2008 году, и его размеры просто поражают. Конечно, это не самый большой самосвал в мире. По грузоподъемности и размерам ему далеко до лидера, БелАЗа. Но зачем он тогда в нашем списке, спросите вы? Да за тем, что даже так, это один из самых огромных автомобилей в мире. И главное, он с легкостью передвигается куда угодно. Стандартная грузоподъемность этого монстра 363 тонны, а если требуется перевести груз на небольшое расстояние, то можно загрузить его под завязку, вплоть до 400 тонн. Эта махина размером с настоящий дом. Кажется, что в ней можно расположить буквально все, что нужно для жизни. Длина машины поразительных 16 метров, ширина почти 10 метров, а высота 8. Это ли не чудо? Я все еще поражаюсь, как вообще работают такие огромные машины. Но на самом деле секрет очень прост. Самосвал приводится в движение при помощи электродвигателей. К сожалению или к счастью, стандартные двигатели внутреннего сгорания никак не подходят для того, чтобы толкать такие тяжелые автомобили. Поэтому дизельные двигатели играют роль генератора. Да и скорость у машины достаточно большая. По ровной дороге самосвал разгоняется свыше 60 км в час. Не дай бог встретить такую на повороте, когда она не сможет притормозить. И еще немного интересных фактов. Общая мощность двигателей 3750 лошадиных сил, а запас топлива почти 5 тонн. И самое поразительное – это размер шин. Если для обычных машин используются покрышки максимум 22 радиуса, то у этого монстра колеса R63. А что вообще для вас машина? Это обычный легковой автомобиль? Грузовик или, может, складской погрузчик? Или вообще любая техника, которая способна передвигаться? Лично мне кажется, что все это и есть машины, потому что их объединяет пара параметров. Они все передвигаются по земле, и у них есть двигатели. И под эти критерии могут подойти даже те аппараты, которые могут передвигаться под землей. И сейчас я хотел бы рассказать о, наверное, самой большой подземной машине в мире. Берта – это тоннелепроходческий щит. Как вы можете понять из названия, она создана для того, чтобы прокладывать тоннели под землей. Но самое удивительное не это, а ее размеры.
Диаметр берты почти 18 метров, что примерно равняется 6-этажному дому, при этом ее длина почти 100 метров. Выходит, это самый настоящий многоэтажный дом, который может самостоятельно передвигаться под землей и прокладывать дорогу. Кстати, весит эта махина колоссальные 6350 тонн, всего лишь-то. Правда, скорость такой машины невысокая, всего 10 метров в сутки. Но зато на выходе вы получаете огромный, полностью готовый тоннель. Кстати, меня поражает еще один факт. Мощность этой махины 25 тысяч лошадиных сил. А как вам такой монстр? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не забывайте, мы их все читаем. Я подумал, что рассказывать о машинах, которые работают только в горной промышленности, будет не очень интересно. Поэтому я нашел специально для вас самый большой в мире сельскохозяйственный трактор. А называется он Big Buck 16V 747. И вы только взгляните на размеры этого монстра. Его длина 8 метров, ширина 9 метров, а высота 4 метра. Рядом с этим трактором обычные легковые автомобили выглядят игрушечными, но не только этот параметр поражает. Во время работы эта машина использует чизельный плуг шириной в 24 метра. Под капотом этого монстра стоит 16-цилиндровый дизельный агрегат объемом 24 литра и мощностью порядка 1100 лошадиных сил. В тракторе установлен топливный бак очень внушительных размеров – целых 4000 литров. Вы можете себе это представить? И представьте еще одно, сколько топлива потребляет этот монстр во время своей работы. Приехал ты такой на заправку и выкачал ее просто всю до основания. Первый такой трактор был выпущен в 1977 году, и стоил он тогда $300 тысяч. С учетом инфляции и всех скачков курса валют, на нынешнее время его стоимость оценивается почти в $1,5 миллиона. Всего было выпущено 500 экземпляров. Пишите в комментариях, как вам этот колоссальный аппарат. А помните, я вам показывал гусеничный кран Liebherr в одном из прошлых видео? Так вот, это был не самый мощный и большой кран на гусеницах в мире. Совсем недавно китайская компания Sany выпустила свою новую машину. И, как вы могли уже догадаться, стал огромный кран. И его грузоподъемность просто поражает. Эта махина может поднять в воздух груз весом в 4500 тонн. Я советую вам присесть, если вы стоите, потому что то, что вы услышите дальше, может настолько сильно удивить, что ваши ноги буквально не выдержат. Вы только вслушайтесь в эти цифры. Высота двух решетчатых стрел крана составила целых 216 метров. Но и это не самое удивительное. Полностью собранная машина занимает столько же места, что и 10 баскетбольных площадок. Думаю, теперь вы понимаете, насколько огромен этот монстр. Немногие жилые дома могут сравниться с этим краном. Вообще, китайские инженеры продумали в этой технике достаточно многое. Например, при помощи небольших манипуляций вы можете получить из одного двухстрельного крана два, у которых будет по одной стреле. Правда, грузоподъемность немного снизится. Каждая из машин сможет поднять всего 2000 тонн. Но, как мне кажется, этот недостаток с лихвой перекрывается возможностью увеличить скорость работы в 2 раза. Я бы очень хотел посмотреть на работу этого монстра вживую. А вы? Давайте делиться своим мнением в комментариях. Один арабский шейх, которого звали Хамад бин Хамдан аль-Хайнахмехнахмох, короче, тяжелое у него имя, решил, что машины обычного размера ему не интересны, поэтому он решил создавать огромные аналоги разных моделей авто. Я уже рассказывал вам об одной из его работ в предыдущем видео. Тогда это был огромный пикап Dodge, но недавно на свет появился еще один монстр безумного шейха – гигантский Хаммер. Оригинальный автомобиль имел сравнительно небольшие размеры – 4,5 метра в длину, 2 в ширину и 2 в высоту. Арабская модель совсем немного больше – всего 14 метров в длину, 6 в ширину и 6,5 в высоту. Но для чего может потребоваться столь гигантская машина, спросите вы? Наверное, чтобы сделать из нее комнату отдыха. И тут вы будете полностью правы. Ведь арабский шейх уже по традиции сделал из Хаммера настоящий особняк на колесах. Правда, сейчас я не нашел информацию, чтобы внутрь этой махины уже поместили мебель и технику.
Но, как мне кажется, это уже совсем скоро изменится. Представляю, как это удобно. Едешь себе по дороге, никаких пробок и противных водителей. Захотел – повернул направо, захотел – налево. Клонит в сон – у тебя под боком своя комната. Это ли не чудо? Правда, максимальная скорость немножко расстраивает. Всего 32 км в час. Так что уснуть будет проще простого. Ой, что-то я замечтался. Давайте я лучше расскажу вам о, наверное, самой крутой машине в мире. Кстати, их всего 2 штуки, так что они эксклюзивнее, чем Bugatti. А ее размеры просто поражают воображение. Ведь внутри этой тачки можно было бы разместить несколько семей, при этом выделив им полноценные многокомнатные квартиры. Мне вообще кажется, что у самых богатых людей мира нет в распоряжении дома, который был бы больше по площади, чем эта штуковина. Ну что, я вас заинтересовал? Ну ладно, не буду томить вас ожиданиями. Я сейчас говорю про гусеничный транспортер НАСА. Эта машина весит 2 400 000 тонн. А знаете, какие у нее размеры? Длина около 40 метров, ширина около 35 метров, а высота 15 метров. Передвигается эта махина автономно при помощи электродвигателей, а они, в свою очередь, питаются от дизельных двигателей. Всего их установлено 2 штуки, каждая из которых мощностью 2750 лошадиных сил. Кстати, вырабатывают они где-то около 2000 киловатт в час. С такой мощностью можно запитать несколько жилых многоэтажек. Правда, расход немного большой. 35 тысяч литров на 100 километров, а средняя скорость с грузом около 2 километров в час. Но зачем вообще Америке нужна эта штуковина? А нужна она, друг мой, для того, чтобы доставлять огромные ракеты и шаттлы на место старта. Поднять транспортер может до 6000 тонн, так что помимо обустройства многоквартирного дома внутри, можно загрузить поверх еще штуки 3 таких же построек. Это были самые большие машины в мире. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видео. Пока!